Сяо Янь, святой 5 звезд, пришел спасти королеву Медузу от главы небесных фениксов Хуан Тяня. Тот прибыл якобы с целью схватить Цай Линь, которая все еще тренировалась в безмятежном источнике. Сяо Янь появился как раз тогда, когда Хуан Тянь добрался до дна и даже смутно показался женский силуэт. Прерывать культивацию или процесс прорыва – это худшее, что могло быть в мире мастеров. Мы помним, как давным-давно Гусюнер защищала Сяо Яня во время его прорыва, так как в случае помехи результат мог быть крайне скверным. Сяо Янь все это прекрасно понимал, поэтому смотрел холодным взглядом на Хуан Тяня. В его сердце вспыхнула жажда убийства. Поступок Хуан Тяня предельно ясно обозначал, что его не заботила жизнь Цай Линь, а подобного Сяо Янь уже простить не мог. «Так ты и есть тот самый Сяо Янь?» Хуан Тянь смотрел на парня своими золотыми глазами и медленно произнес: «Ты наконец-то пришел!» «Ты хотел выманить меня». Сяо Янь уже догадывался, что его истинная цель заключалась не в Цай Линь, а в нем. Но зачем? Неужели все дело в том, что Сяо Янь схватил его старейшин как заложников? Не совсем. Это лишь одна из причин, а также, что Сяо Янь владел крыльями Небесного Феникса. Хуан Тянь сразу же решил вступить в сражение с Сяо Янем. Яркий золотой свет вспыхнул за его спиной, пара громадных крыльев золотого цвета. Изначально Сяо Янь не намеревался бороться за жизнь с племенем Небесного Феникса, поэтому и не стал забирать жизни заложников. Он даже освободил их, когда ситуация с племенем древних драконов пустоты пришла в норму. Так он обозначил свои намерения. Однако, исходя из сложившейся ситуации, он понял, что его намерения оказались проигнорированы. Племя Небесных Фениксов расценило его поступок как слабость. Раз его доброту не приняли, ему придется воспользоваться самым жестоким методом. «Хорошо, убить без жалости. Небесные Фениксы и впрямь высокомерны», — высказался Сяо Янь. «Не думай, что возымел квалификацию для высокомерного поведения предо мной, только потому, что одолел главу Золодуш». Глава Хуан Тянь появился перед Сяо Янем, как будто телепортировался, а затем нанес удар кулаком. Вспыхнул золотой свет, превратившись в когти золотого цвета. Ужасающая скорость Хуан Тяня не позволила Сяо Яню уклониться. Он выставил в ответ громадную энергетическую ладонь. Розовое пламя горело на ней, излучая силу. Ладонь и коготь громко столкнулись. Неистовая энергия разлетелась во все стороны. Сяо Янь вынужденно попятился на пару шагов назад. Хуан Тянь был святым 5 звезд высшего уровня. Кроме того, его настоящая форма представляла из себя Небесного Феникса. В лобовом столкновении будет нелегко. Сяо Янь после поглощения очищающего пламени тоже достиг 5 звезды, поэтому Хуан Тянь не выглядел лучше, ведь его рука пострадала от розового пламени. «И правда достойна репутации очищающего пламени демонического лотоса». Хуан Тянь посмотрел на немного почерневшую ладонь. Сяо Янь также явил свои костяные крылья. Скорость Хуан Тяня оказалась слишком страшной, поэтому Сяо Янь показал свой козырь. «Намерился соревноваться со мной в скорости?» — рассмеялся Хуан Тянь. Он махнул крыльями и устремился к Сяо Яню на невидимой глазу скорости. Кулак парня столкнулся с кулаком Хуан Тяня, однако он прошел насквозь, это было остаточное изображение. Сяо Янь слегка нахмурился. Из ниоткуда на него обрушился мощный удар главы фениксов. Это лучшая техника скорости, шаги демонического феникса. Вокруг Сяо Яня появилось множество остаточных изображений. Череда воздушных кулаков понеслась к нему. Сила этих ударов разрушала пространство прямо в полете. «Какая ошеломительная скорость!» Племя Небесных Фениксов специализируется на скорости. Даже Святой 6 звезд не сумеет с ней справиться. Сяо Яню попался сложный противник. Множество людей качало головами, наблюдая за развитием событий. Яо Мин переживал. Сяо Янь действительно попал в невыгодное для него положение. Но он сумел уклониться. Хуан Тянь мог считаться быстрейшим противником за всю его жизнь. Он был вынужден признать, что в скорости он ему не соперник. Сяо Яня и вправду застали врасплох ошеломительной скоростью врага.
Тени кулаков, может, и казались иллюзией, но как только они достигали его тела, то становились настоящими. К счастью, боевой опыт Сяо Яня был очень насыщен, поэтому он быстро уклонился и сфокусировался на уклонении и наблюдении. Он не мог с ним сравниться в скорости, но он обладал тем, чего не было у Хуантяня – мощной духовной силой. Сяо Янь просто закрыл глаза. Его духовная сила пронизывала все пространство. Так называемые шаги демонического феникса способны лишь на это. Сяо Янь уже нашел Хуантяня, а далее активировал тату клана. Его аура резко возросла до промежуточного уровня Святого Пяти Звезд. Он атаковал пламенем, и перед Сяо Янем появился полностью пораженный Хуантянь, ведь Сяо Янь на самом деле умудрился разглядеть его через технику передвижения. Палец концентрированного пламени. Эта атака Сяо Яня оказалась настолько острой, что оказалась способной пройти сквозь защиту Доу Ци Хуантяня и поразить его кости. Кристаллы на ладони Хуантяня взорвались ужасающими волнами пламени. Свирепый рев главы фениксов последовал вместе с громким взрывом. Он все-таки получил некий урон. Все увидели силуэт Хуантяня. Теперь он не был таким же спокойным, как и раньше. Большая часть его одежды сгорела, а вся рука выглядела угольно-черной. На его ладони виднелась кровавая дыра. Если бы не реакция Хуантяня, его рука оказалась бы полностью искалечена. Жаль. Грустно покачал головой Сяо Янь. Ему удалось найти возможность для атаки, но он не сумел нанести серьезного вреда. Он и вправду обладает способностями, достойными главы племени небесных фениксов. Сяо Янь полагался на силу очищающего пламени лотоса, но сумел лишь причинить Хуантяню небольшую рану. А вот теперь Хуантянь разозлился. Хорошо, отлично, ты вправду достоин противника, способного одолеть главу Золодуш. Я недооценил тебя. В сердце Сяо Яня вспыхнула опаска. Он ощущал, как могучая Доу Ци дрожала внутри тела Хуантяня. Кажется, теперь глава племени по-настоящему покажет, на что он способен. Хуантянь вдруг заревел, а его тело начало трансформироваться. Вскоре в небе появился демонический феникс размером в несколько тысяч метров. Волны страшного давления властно изливались из его тела, вызывая страх у большинства экспертов. Хуантянь принял свою изначальную форму. Так он довел Хуантяня до такого состояния. Яо Мин изумленно наблюдал за ходом боя. После превращения сила Хуантяня значительно возросла на 3 уровня. Ситуация у Сяо Яня складывалась не в лучшую сторону. Настоящая форма Хуантяня идеальна, даже если он получит удар от Святого Четырех Звезд. Его крылья напоминали металл. Добавить еще его ужасающую скорость, и он стал настоящей машиной убийства. Теперь бой будет проблемным. Тот переместился, как будто пересек пространство, а ближняя гора разлетелась на ошметки. Само тело Хуантяня уже представляло из себя страшную технику. Кто его коснется, умрет. Даже тело могучего святого превратится в кровавые ошметки, если это существо поразит его. Сяо Янь стремительно завершил несколько печатей, призывая огромную иллюзорную фигуру. Идеальная небесная стадия души – злейший враг для эксперта его происхождения. Получив удар духовной звуковой волной, скорость Хуантяня замедлилась. Несколько металлических перьев сломалось, а его душа пострадала от сильной боли. Глаза Хуантяня налились кровью, когда его снова поразила духовная волна. Терпя сильную боль в душе, он махнул своими крыльями, несясь прямо на парня. Если ему удастся поразить его, он точно сдохнет. Рискуя всем, Феникс устремился вперед. Понятно, что он единственным ударом решил прикончить Сяо Яня. Сяо Янь не мог сейчас отступить. Хуантянь быстрее его, а попытка увернуться не принесет ничего хорошего. Тогда он, скорее всего, получит серьезные повреждения. Он снова завершил печати, и за его спиной вновь оказалась иллюзорная фигура. Однако теперь их было 3. 3 духовных удара жестоко поразили Хуантяня, одна за другой, разрушая его золотые перья. Даже при учете сил Хуантяня, получив 4 последовательных удара божественной ярости желтого источника, его душа сильно задрожала. Пронзительная боль пылала по всему его телу. Теперь он даже не мог найти силы, чтобы махнуть крыльями. Какая страшная духовная звуковая волна!
Сяо Янь, я выдержу столько, сколько потребуется, чтобы прикончить тебя!» Пронзительная боль терзала его душу. Его разум даже слегка размывался, но из последних сил он махнул крылом и появился возле Сяо Яня. Дело плохо. Выражение Яо Мина изменилось. Сяо Янь смотрел на Хуантяня, который готовился в следующий миг столкнуться с ним. Он не уклонялся, а просто поднял голову. Красочный лотос 6 цветов появился перед ним. В атмосферу вырвалась аура, способная уничтожить целый мир. Что было дальше? Продолжение выйдет уже скоро. Подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк и всем пока.